Привет! Меня зовут Татьяна, мне 32 года, город Тюмень. Попала в школу Раевского с диагнозом диффузно-токсический зоб, гипертиреоз. В чем заключается данная болезнь? Это усиленная выработка гормона Т4 свободный и подавление гормона Т3 и ТТГ, который вырабатывается гипофизом. Диагноз мне поставили в декабре 2016 года, и лечение продолжается вот уже на протяжении 2 лет. В его результате мне было назначено гормональное лечение в виде препарата тирозол и параллельное поддержание организма в связи с тем, что данный гормон, он ведет разбалансировку гормональной системы, влияет на женскую репродуктивную систему, на печень, пищеварение, на метаболизм в целом. То есть я, допустим, в самом начале похудела на 7 килограмм, у меня было дикое сердцебиение до 130 ударов в сидячем положении. Головные боли дикие, прям чуть ли не каждый день. И в результате лечения удалось только немножко снизить показатели, но опять же даже не в норму привести. То есть у меня было всегда превышение нормы на несколько единиц. И тут я узнала, что в школе Раевского запустили новый проект экспериментальный по излечению заболеваний, в том числе аутоиммунных, к которому относится мое заболевание. Я решилась, так как в принципе ничего не теряю, но эндокринологи мне поставили неутешительные прогнозы в виде либо вырезания щитовидной железы, либо травления ее радиоактивным йодом. Результат в обоих этих случаях это практически инвалидность, жизнь на гормональных препаратах всю жизнь, так как своей щитовидки уже, грубо говоря, практически не будет. И такие перспективы меня, мягко сказать, не обрадовали. Я развернулась, ушла от эндокринологов и решила попробовать метод школы Раевского. Мы проделали буквально 3 сеанса, он длился по 30-40 минут, и как раз в ближайшее время я сделала очередные результаты анализов, делаю их уже, кстати, на протяжении 2 лет, каждый месяц. То есть отследить динамику и чуткое реагирование показателей можно очень наглядно. И когда я получила результаты, я, мягко говоря, была в шоке, потому что воспалительный процесс, с которым мы боролись на протяжении 2 лет разными препаратами, жесткими диетами, он просто ушел. То есть показатели вообще золотая середина по воспалительному процессу. Показатели щитовидной железы, гормонов тоже в идеальном состоянии. То есть я сначала не поверила, что это вообще мои анализы, потому что каждый раз, когда они приходят, это все горит красным, показывает, что существенное превышение, и я, если честно, вообще не ожидала, что такое возможно. И сейчас у меня появилась очень большая мотивация, вера в то, что такие заболевания неизлечимы вообще, да, и главное подобрать правильный подход и вообще методологию лечения. То есть современная медицина, она делает акцент на препаратах, и они не всегда действенны, скажем так, да. Поэтому, если есть возможность применить в лечении совершенно другие методы и подходы, в которых ты даже сам меняешься, потому что после лечения я ощущала процессы, которые у меня были в щитовидной железе, это жжение, горение, она будто шевелилась, переворачивалась, сжималась, разжималась, то есть я прям чувствовала воздействие на свою щитовидную железу, то есть какие-то процессы прям происходили. И в целом после проведения лечения меняется какое-то внутреннее состояние твое, то есть ты как-то даже сам на себя начинаешь по-другому смотреть, и что-то внутри меняется, да, восприятие болезни, восприятие самой себя в этом, какое-то новое понимание причин, почему это произошло. И для меня это на самом деле очень ценно. Я хочу углубиться в этот процесс еще больше, прийти уже к постоянным стабильным результатам, потому что это только первый шаг. Хочется стать уже совершенно здоровой, так, чтобы можно было летать на самолетах, ходить в походы полноценно, загорать, родить ребенка, так как мне на 1,5 года просто поставили запрет и крест, потому что вероятность рождения здорового ребенка очень была маленькая.
Поэтому я очень благодарна школе Раевского за то, что она дает такую возможность людям с неизлечимыми либо с очень сложными заболеваниями возможность быть здоровыми. Так что спасибо большое.